Дружище, ты мало проживешь. Смерть близко, поэтому это как зуб рвать без анестезии. Пошла самая колбаса, самый кайф и радость. Все, старые пердуны засиделись, и ты их оттуда и поганой метлой не выгонишь. Шамкают зубами своими, там уже вот так вот ходят, трясутся, но держатся за свои кресла. Доброе утро, дорогие друзья! Я вас рад видеть на своем канале. Добро пожаловать! Ну и что? Давайте знакомиться с новой картой. На этот раз это карта Смерть. Одна из самых загадочных и мистических карт в колоде. Почему? Потому что, во-первых, само по себе название Смерть. Во-вторых, в классике здесь в буквальном смысле изображена смерть. В таком одеянии мрачном, черном, на белом коне. Люди перед ней падают ниц. Мы понимаем, что смерть пришла. Смерти все страшатся, смерти все боятся. Это самое загадочное и самое неизвестное, что случается с каждым из нас, так же, как и рождение, лишь раз в жизни, если так можно сказать. Только лишь один раз. И сколько бы ни было легенд, сколько бы ни было всяких иносказаний, но достоверно мы не знаем, что происходит после смерти. А неизвестность нас страшит. Это как открытая комната, черная, зияющая своей пустотой. Вы пытаетесь вглядеться в эту пустоту, и она одновременно манит и страшит. Там не слышно ничего. Никаких ни звуков, ни маленького лучика света, просто непроглядное ничто. И вы понимаете, что вам надо туда зайти, в эту комнату. Пугающая картина, я согласен. Я также должен сказать, что мы с вами переходим уже к разбору новой книги, новых, я бы даже так сказал, книг, потому что у нас они теперь не будут так долго идти, они будут быстро чередоваться, по несколько карт будет в каждой книге. Сегодня автором, которого мы разбираем, будет Эдгар Аллан По. Его поэма «Ворон». Именно в ней содержится та карта, которую мы будем сейчас с вами рассматривать, карта Смерть. Давайте обратим с вами внимание на гравюру. Стоит сказать, что почти вся карта попала на гравюру. Буквально чуть-чуть обрезаны края, но нам это ни с коим образом не мешает понять, что на земном шаре восседает смерть. Сразу обращайте внимание на символику. Во-первых, это такая типичная смерть. Здесь изображена она в виде скелета с большой, огромной косой, которой, кстати, нету в классической карте. Летящий ворон, как тень над землей. И в целом мы понимаем, что это смерть, которая властвует над всей планетой. Все живое, что есть на Земле, подвержено смерти. Ни одно существо, и неважно, это человек, животное, это дерево, все, что мы можем назвать так или иначе живым, оно умрет. Опять-таки, я вам предлагаю свой метод подачи информации для того, чтобы вам не заучивать миллионы значений. Мы сейчас, благодаря тому, что компания Лос Карабео взяла гравюру Гюстава Доре, которая в свою очередь заимствована на каких-то сюжетах, мы с вами погрузимся полнее в поэму «Ворон», мы прочувствуем этот мрак, весь тот ужас, который навеивает сама эта поэма, ту безысходность по утраченной девушке, которую зовут Ленор, автор которого имя мы не знаем. Он настолько опечален, он настолько погружен в грусть, и тут является ему ворон, который вроде бы вначале не впопад оказался в его комнате, а потом так все складывается, что как будто бы ворон отвечает ему на его вопросы, и он начинает у него спрашивать, увидит ли он эту Ленор, сможет ли он с ней снова обняться. И все навеивает такой страх, ужас и мрак. Мы понимаем, читая эту поэму, что все мы смертны, всех нас это ждет, и никто не сможет укрыться от этой косы. Задача моя создать у вас опять же такой мощный какой-то образ, широкий, обширный,
чтобы когда смерть выпадала, вы наверняка знали, неважно какая это ситуация, пусть даже нетипичная, вы понимали, что это означает, к чему это может привести, хорошо это или плохо, так ли смерть всегда плоха, или все-таки есть и ситуации, когда можно сказать, ну наконец-то, разрешилось, так сказать. Хотел бы вначале зачитать цитату, перед тем, как переходить к чтению книги. Большинству людей нечем заполнить даже быстротекущую человеческую жизнь, и им нечего было бы делать с вечностью. Да, с одной стороны, все люди на протяжении человеческой истории стремятся обрести бессмертие, жить вечно, всегда или как можно дольше. Но автор, чего имени я не помню, говорит о том, что большинству людей даже эту короткую 70-летнюю жизнь заполнить-то толком нечем. Куда вы стремитесь к вечности? Разберитесь вначале с этими 70 годами, а может быть и поймете потом, нужна ли вам эта вечность, и если да, кто знает, кто знает. Предлагаю читать поэму, а потом будем с вами разбирать саму карту полнее. Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, задремал я над страницей фолианта одного. Я очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, будто глухо так затукал в двери дома моего. «Гость», — сказал я, — «там стучится в двери дома моего. Гость, и больше ничего». Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный, и от каждой вспышки красной тень скользила на ковер. Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали облегченье от печали по утраченной Ленор, по святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Ленор, безыменный здесь с тех пор. Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах полонил, наполнил смутным ужасом меня всего. И чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало: это гость лишь запоздалый у порога моего. Гость какой-то запоздалый у порога моего. Гость, и больше ничего. И, оправясь от испуга, гостя встретил я как друга. «Извините, сэр или леди», — я приветствовал его. «Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки, так неслышны ваши стуки в двери дома моего, что я вас едва услышал. Дверь открыл я, никого, тьма и больше ничего». Тьмой полночной, окруженный, так стоял я погруженный в грезы, что еще не снились никому до этих пор. Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака. Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне. «Ленор?» Это я шепнул, и эхо прошептало мне Ленор, прошептало как укор. В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери и услышал стук такой же, но отчетливей того. «Это тот же стук недавний», — я сказал. «В окно за ставней ветер воет неспроста в ней у окошка моего. Это ветер стукнул ставней у окошка моего. Ветер, больше ничего». Только приоткрыл я ставни, вышел ворон стародавний, шумно оправляя траур оперенья своего. Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо, с видом леди или лорда у порога моего. Над дверьми на бюст Паллады у порога моего сел, и больше ничего. И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале, видя важность черной птицы, чопорный ее задор. Я сказал:
твой вид задорен, твой хохол облезлый, черен. О, зловещий древний ворон, там, где мрак Плутон простер. Как ты гордо назывался, там, где мрак Плутон простер? Каркнул ворон. Невермуар. Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей, хоть ответ ее без смысла не впопад был явный вздор. Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться, чтобы в полночь села птица, вылетевшая из-за штор. Вдруг на бюст над дверью села, вылетевшая из-за штор, птица с кличкой Невермор. Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти. Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор. Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши. И шептал я, вдруг вздохнувши: как друзья с недавних пор, завтра он меня покинет, как надежды с этих пор. Каркнул ворон. Невермуар. При ответе столь удачном вздрогнул я в затишье мрачном, и сказал я: несомненно, затвердил он с давних пор, перенял он это слово от хозяина такого, кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор, похоронный звон надежды, и свой смертный приговор слышал в этом Невермор. И с улыбкой, как в начале, я, очнувшись, от печали кресло к ворону подвинул, глядя на него в упор. Сел на бархате лиловом, в размышлении суровом, что хотел сказать тем словом ворон, вещий с давних пор. Что пророчил мне угрюмо ворон, вещий с давних пор, хриплым карком Невермор. Так в полудремоте краткой, размышляя над загадкой, чувствуя, как ворон в сердце мне вонзал горящий взор, тусклой люстрой освещенный, головою утомленный, я хотел склониться сонный на подушку, на узор. Ах, она здесь не склонится на подушку, на узор. Никогда, о Невермор. Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма, и ступили серафимы фимиами на ковер. Я воскликнул: о, несчастный, это Бог от муки страстной шлет Непентис, исцеление от любви твоей, Клинор. Пей, Непентис, пей забвенье и забудь свою Ленор. Каркнул ворон. Невермор. Я воскликнул: ворон вещий, птица ты иль дух зловещий, дьявол ли тебя направил, бурель из подземных нор занесла тебя под крышу, где я древний ужас слышу? Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галатских гор, обрести бальзам от муки, там, у Галатских гор? Каркнул ворон. Невермор. Я воскликнул: ворон вещий, птица ты иль дух зловещий, если только Бог над нами свод небесный распростер, мне скажи, душа, что бремя скорби здесь несет со всеми, там обнимет ли в Эдеме лучезарную Ленор, ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Ленор? Каркнул ворон. Невермуар. Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол. Я вскочил, воскликнул с бурей, уносись в ночной простор, не оставив здесь, однако, черного пера, как знака лжи, что ты принес из мрака. С бюста траурный убор скинь, и клюв свой вынь из сердца прочь, лети в ночной простор. Каркнул ворон. Невермор. И сидит над дверью ворон, оправляя перья. С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор. Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте,
и под люстрой в позолоте на полу он тень простер. И душой из этой тени не взлечу я с этих пор никогда, о nevermore. Вот такое стихотворение в абсолютно мрачных тонах написанное, которое погружает нас в горе одного человека, который сидит в раздумьях, который опечаленный по утраченной своей возлюбленной. И когда появляется ворон, он даже вначале ему обрадовался. Дескать, хоть какое-то развлечение, и даже улыбнулся ему вначале. Затем, когда он стал задавать ему вопросы, когда он видел вид мрачной черной птицы, у которой был сомкнут клюв, у которой были зияющие, как угли, 2 глаза, которые сверлили его душу, которые всматривались в него, как та самая смерть смотрит пустыми зеницами в глаза живого человека. Он начал задавать ему вопросы, и ворон давал всего-навсего один ответ, английским словом «никогда», «nevermore». И это слово было сказано очень вовремя, очень в точку, очень в попад. Но оно каждый раз ранило нашего автора. Оно каждый раз говорило о безысходности, о том, что это конец. Никакого утешения. Ты не встретишь свою возлюбленную. И я тебя не покину. У тебя нет никаких надежд на счастливую жизнь. Сплошной мрак. Как эта атмосфера, в которую нас погрузил автор, атмосфера декабря, атмосфера мрака, атмосфера распахнутого окна, из которого повеяло холодом. Даже его видение, когда спускается с небес лестница, по которой идут фимиами ангелы, и то она овеяна таким туманом, дымкой, все говорит об этом мраке. И упоминание Плутона, о котором мы также сегодня с вами поговорим, здесь неспроста. Именно Плутон, в отличие от Сатурна, не просто выносит приговор, он его приводит в исполнение. Если Сатурн со своим Содесати говорит о том, что ты неправильно что-то делаешь и исправься, и помещает тебя временно в очень плохие жесткие условия, то Плутон это тот, который говорит: все, хватит, надоело, гнилое все это и мертвое. И так, и обрубает всякие концы жизни. Вот такой вот мрачный этот Плутон и мрачная поэма Эдгара По, от которой не веет даже и капелькой надежды. И нет никакого понимания того, что завтра будет лучше. Абсолютно. Ну что же, давайте полнее погружаться в карту и давайте смотреть, все ли здесь так ужасно и печально, или, может быть, хоть толику радости мы сможем с вами вытащить. О смерть, когда бы ты ни пришла, ты всегда приходишь слишком рано. Да. Когда бы ни наступила смерть, всегда человек, если он в рассудке, он старается оттянуть этот момент. В редких, конечно, исключениях человек может умолять, просить о смерти, как облегчение, которое должно наступить, потому что терпеть то, что он терпит сейчас, нет никаких сил, нет никакой возможности. Хочется, чтобы это раз и прекратилось. Что же такое смерть? Вопрос, который каждый из нас задавал себе так или иначе. А что происходит после смерти? Это вытекающее из того, что такое смерть. Мы понимаем, что смерть – это прекращение жизни. Вот есть жизнь, есть смерть. И одно невозможно с другим существовать рядом. С одной стороны. А с другой и одно без другого невозможно. А есть ли кто-то на нашей планете или что-то, что не умирает? Или не умирала никогда? Тоже, можно сказать, риторический вопрос. Но ты задолбал, ты задаешь нам вопросы с очевидными ответами. Ну нет, конечно, все умирает. Абсолютно. И люди, и животные, и вещи также умирают. Все в нашем мире тленное. Все создано из праха земного и туда возвращается.
Вопрос тогда, а почему же мы так страшимся смерти? Почему она нас так пугает, если все, кто жил до нас, умирали? Почему мы не унаследовали с вами это чувство безысходности, что это просто придет и все? Как некий диссонанс возникает внутри нас. С одной стороны, мы понимаем, что все смертны. У любого человека, у кого ни спроси. Ты родился? Ну да, коли я стою перед тобой, ты родился. Ты умрешь? Ну, ты знаешь, я еще не решил, я вот раздумываю над этим. О чем ты раздумываешь? Конечно же, да. А почему-то не унаследовали мы это ощущение безысходности, которое непременно должно наступить, и принимать его с легкостью. Смерть – исцеляющее начало жизни. Смерть не несет успеха, но расчищает путь для новых целей и нового витка. Что мы видим вокруг? Мы с вами часть большой экосистемы под названием Земля. Хотим мы этого или нет, оградились мы от всего остального мира цивилизационно, выстроив себе города, или не оградились, а живем прямо на Земле, сути не меняет. Мы являемся частью этого общего. И наблюдая за тем, как этот мир устроен, как сменяется день и ночь, как сменяется зима и лето, как умирают одни деревья, дают рождение другому, как умирают одни животные и птицы и дают продолжение другому, возникает вопрос, а так ли все на самом деле умирает? Или оно все-таки видоизменяется? И, конечно, стоит ли говорить, что эта смерть иносказательно может присутствовать в абсолютно любой сфере, о чем мы сейчас и будем говорить. Что в нашем саморазвитии, в нашем мироощущении, в том, как мы сами проходим различные этапы нашей жизни. И я думаю, что вы лучше моего знаете, что бывают такие и бывали такие ощущения, когда вы рождались, вы умирали и потом рождались заново. И чаще всего, когда рождались заново, вы рождались лучшим человеком. Что-то старое отмирало в вас, оно оставалось позади, а вы новый, вы обновленный, представали перед самим собой и понимали, что так, как было, уже не будет. 13-й аркан является хорошей картой в том случае, если необходимость перемен и преобразований не пугают. Наоборот, ожидание того, что будут перемены, что будут преобразования, что грядет смена чего-то, какого-то режима, смена устоявшегося, надоевшего образа жизни, когда хочется выйти на тот самый новый этап. Вот оно. Саморазвитие. По смерти нас не покидает ощущение, что какому-то этапу в нашей жизни приходит конец. Стоит ли говорить, что смерть само по себе явление медленное? Смерть – это то, что человек начинает осознавать, мы отбросим, скажем так, детство такое беззаботное и безоблачное. И то, я вспоминаю себя, в какой-то момент я горько расплакался, без причины. Мама спрашивает, мол, сынок, что такое, что случилось? А я говорю, я не хочу умирать. Она рассмеялась, говорит, да, ты еще много проживешь. Че ты, мол, паришься над этим? Как вчера было это, на самом деле. Как вчера, помню это. Поэтому, да, дети в своей массе беззаботные, они об этом не задумываются. Во всяком случае, груз мыслей, он не тяготеет их. Да, в общем-то, как и любого другого человека, потому что быт, потому что наш образ жизни, он, это колесо вращающееся, белка это в колесе, нас заставляет об этом не думать. Но когда мы остаемся наедине со своими мыслями, или когда что-то со стороны случается, что нам прямо говорит, это явление никуда не делось, оно есть с момента рождения. Тот, кто рожден, он непременно умрет. И с самых первых секунд жизни человека ждет именно вот это. Конечно, в развитии себя это время, когда происходит трансформация личности, переход в новое качество. Мы не говорим о смерти буквально, мы говорим о том, что
Что-то в нас умирает для того, чтобы перейти на новый уровень. Что в нас может умереть? Какие-то взгляды, что-то, что мы считаем своим, что-то, что срослось и сроднилось с нами настолько, что мы не отделяем это от своей личности, от своего «я». Это является нашей частью характера, частью нашего мировоззрения, настолько близкого, родного, что мы как будто бы с молоком матери это впитали. Оно нам по генам передалось. И, конечно же, когда ему приходит время отмереть, ощущение порой, что режет по-живому. Что это такое что-то дорогое и близкое тебе, с чем ты теперь вынужден расстаться. Расстаться не по Сатурну временно, а расстаться по Плутону навсегда. Это никогда у тебя уже не будет. Оно отнимется навсегда. Это стоит осознать. От этого и трансформация. От этого и символ скелета. Как основа нашего существования, нашего тела физического скелет, на которого навешено все, что мы говорим, глядя на человека, что это тело, это человек, так вот остается только скелет. Все остальное Плутон, то есть смерть, вправе отрезать своей косой, убрать это. В иносказательном, переносном смысле. Смерть говорит, ты должен дать жизнь новому за счет высвободившейся энергии и места. Но это произойдет не раньше, чем умрет старая личность. Они не братья, и вместе они жить не могут. Это как внук и прадед. Они не могут вместе существовать. Но один является продолжением другого. Она дает нам силы духовно развиваться, убивая в нас ненужное. Поразительно, но смерть дает силы духовно развиваться, убирая то, что уже отжило, то, что ненужное. Плутон долго нас сканирует и изучает. И вначале Сатурн может нас постоянно тыкать носом. Но если это не получается исправить или это не нужно исправлять, оно является лишь мертвым грузом, тут приходит череда Плутона, и он начинает удалять от нас эту гниль, удалять с нашей плоти эти ткани, которые уже не функционируют, которые не приносят никакой пользы. Если мы говорим на уровне нашего духовного развития, то, конечно, это какие-то устаревшие парадигмы, мировоззрения, точки зрения, которые нам только мешают нашей трансформации, тому, чтобы мы могли выстрелить вперед, переродиться заново. Он их удаляет. При этом что-то бессмертное переходит из одного воплощения в другое. Вроде как бы смерть произошла, и больно было, и страшно, и утрата была. А после того, когда это свершилось, ты понимаешь, что а ведь не весь ты погиб, а ведь что-то осталось, и это что-то, что осталось, оказывается каким-то бессмертным, переходит из одного состояния в другое, переживая трансформацию за трансформацией, и раз от раза становясь лучше. Напоминаю, это мы говорим о саморазвитии. Суровость, горесть, подавленность, утрата. Это все слова, которыми пропитана поэма «Ворон», и даже больше, и которые мы так или иначе ощущаем по аркану смерть. В какой бы сфере жизни они ни происходили, вряд ли, что это будет веселое какое-то мероприятие. Мрачно оно будет ощущаться, как ни посмотри, с какой стороны ни покрути его. Лишь холодный разум и осознание того, что от этого может быть благо, дает нам некоторых сил. Смерть – великий преобразователь. Те, кто был на волоске от смерти, знают, что она растворяет все ненужное. О чем я? Скажите, а что бы вы сделали, если бы узнали, что у вас остался 1 год жизни? Какие бы вы предприняли шаги, что бы вы завершили, сделали?
Ответили? А если 5 минут? О, меняет дело, меняет дело. Сразу убирается из этого списка куча всего ненужного, и вы понимаете, что за 5 минут вы сделаете что-то очень важное, что-то самое главное. То, что, может быть, не сделали до сих пор, или что важно именно здесь и сейчас. Остальное все отходит на какие-то дальние планы. Только это сейчас имеет свое значение и важность. Смерть действует подобным образом. Она великий преобразователь. Те, кто был на волоске от смерти, те, кто как бы одной ногой стал туда, он теперь понимает цену жизни. Это какое-то граничное состояние, которое у обычного человека так просто не происходит. Никто из нас, утром проснувшись, не думает: елки-палки, я ж умру скоро, надо мне что-то предпринять, надо как-то жизнь свою поменять. Нет, мы просыпаемся, мы думаем о каких-то обыденных вещах, там искрит розетка, там чайник почему-то не кипит. Щетка стерлась, нужно купить новую, и паста зубная закончилась. Поэтому какие-то экстремальные ситуации, которые подвешивают человека на том самом волоске от смерти, они и дают понимание ценности жизни. Потому я и спросил у вас, что бы вы сделали, если бы осталось 5 минут. Вы все знаете эти фильмы в падающем самолете, в горящем доме, в оборвавшемся лифте, когда люди успевают сделать порой самое главное. Я знаю, вы поняли, о чем я говорю. Любовь. Memento mori. Слышали такое, да? Помни о смерти. Когда мы помним о смерти, это придает нам ценность, вкус жизни. Жажда. Замечательное чувство. Она нас мучит, но она делает воду очень вкусной. Смерть, ее ощущение, осознание и понимание не очень приятное чувство, но оно ярко окрашивает нашу жизнь, оно помогает расставить приоритеты. Когда вы понимаете, когда человек понимает, что ему остался год, он может все свои дела устроить таким образом, что этот год будет эффективнее предыдущих 60-70 прожитых или 20, кому как повезет. Смерть не убивает, она воскрешает. Сознание близости смерти позволяет сделать важные и правильные шаги, на которые человек не решался всю жизнь. Скажите, это ли не подлинная трансформация? И недаром во всех легендах, в мифологии люди обычные, смертные, они постоянно искали эликсир богов, чтобы выпить и стать бессмертными, как боги. А боги, знаете, чего хотели? Противоположного. Они хотели стать обычными людьми, смертными, чтобы понять вкус жизни. У них этого не было. И это отображено в античных легендах. Именно смерть дает осознание и понимание того, что жизнь ценна. И ты должен выбрать, что тебе делать в течение этой жизни, что тебе делать в течение этого отрезка времени. Расставлять правильно приоритеты. Отбрасывать все ненужное. Это ли не трансформация подлинная? Поспорьте теперь со мной насчет того, что смерть не делает трансформацию в жизни человека. Заметьте, даже не сама смерть, а только осознание того, что она придет или может прийти. Умрите до того, как вы умрете. Вот такая вот есть цитата, фраза или пословица, если хотите. Она очень хорошо отражает всю суть саморазвития. Человек уже должен внутри себя быть готовым умереть. Он уже должен умереть, прежде чем наступит смерть буквальная физическая. Мы не можем жить полноценной жизнью до тех пор, пока в нас существует страх смерти. Помните фильм «Достучаться до небес»? Два друга, которые узнали, что они смертельно больны, оказавшись вместе в больнице, они поняли, что им остается не так-то и много дней жизни. И тут приходит момент у них осознания, что эти оставшиеся дни нужно потратить по-другому. И что случается в этот самый момент, когда они это поняли? Они уже умерли.
их тела еще живы, но они умерли на уровне своего осознания, на уровне восприятия мира. Было много вещей, которые они хотели сделать, но постоянно откладывали. Постоянно на потом, когда-то выйду на пенсию и успею. Не сейчас, не время, не к месту. И жили это все время как будто бы не свою, а чью-то жизнь. Жизнь их родителей, жизнь школы, жизнь института, жизнь социума или этой страны, которая создала им рамки и условия и сказала, вот так надо. А твое потом, когда-то, на пенсию выйдешь и будешь заниматься рыбалкой. Или чем-то там хотел заниматься. Вот смерть, она дает понимание того, чем ты должен заниматься на самом деле. И чем более яркое и четкое сознание ее, если хотите, чем более близка она, тем более человек становится мудрым, тем больше он ценит каждую минутку. Здесь не очень видно на этой карте. Изображены также и часы песочные. Тоже намек, конечно, здесь и на Сатурна, на Хроноса с часами переворачивающимися, что времени не так уж и много. Карьера. Глядя на эту карту и говоря о карьере, как вы считаете, вот смерть в рабочих вопросах, это хорошо, карта смерти имею в виду, или плохо? Эта карта, как и шестерка мечей, которую мы с вами разбирали, тут как на нее посмотреть. И смотря, вы уходите от чего-то плохого, или наоборот, вы ожидаете что-то хорошее, а выпавшая такая карта говорит, а нет, не получится, скошу я своей косой все это, и не получишь. Зависит, конечно, в раскладе, куда эта смерть придет, к чему она нас приведет, и вообще о чем мы спрашиваем. Если, например, вообще смерть любит окончание каких-то проектов, если это проект какой-то наболевший, какой-то, который тянется уже давно, и ему впору было бы умереть, трансформироваться, переродиться, то это хорошая карта. Ну и наоборот, конечно, если у нас завышенные ожидания того, что должно сейчас все выстрелить и фонтанировать, мы ждем, что нам выпадет туз жезлов, а выпадает смерть, мы понимаем, что этот проект мертворожденный. Нет смысла тогда в него вкладываться и ожидать от него чего-то положительного и хорошего. Разрыв трудовых отношений, естественно, да? Уход с определенной должности, расставание с деловыми партнерами, увольнение, перемена места работы, а иногда и прощание с профессией. То есть смерть может означать разделение жизни на до и после, выход на пенсию, уход с этого места работы, любые трансформации, которые нашу карьеру делят на до и после. Самое простое и безобидное внутри, в рамках вашей должности, это окончание одного проекта. И, естественно, потом логично предположить начало другого. То есть за этим арканом вполне может последовать аркан, предположим, шут, который говорит о том, что назревает новый проект, и можно теперь в него вкладываться, а об этом забудь. Он потихонечку уже отмирает. Кстати, стоит ли говорить, что в любой сфере, на какую бы ни выпала эта карта, у самого вопрошающего, у самого человека есть ощущение, как по Плутону, что фоном есть понимание того, что это уже отмирает, что это не что-то фонтанирующее, потом резко, внезапно прекращающееся, как по аркану башни, например. Нет, это что-то, что вот оно тянется, у вас было чувство такое, что ему уже пора. И чем ближе наступает конец, тем отчетливее это ощущается даже и без карт. В финансах. Стоит ли говорить, что в финансах это также какие-то глобальные перемены? И от конкретики вопроса и от соседних карт, от самой ситуации, на которую мы смотрим, это или хорошо, или плохо. Это перемены, это трансформация, это разделение на живой, мертвый, на до и после. А во что это уже выльется? Смотрим по ситуации. В отношениях между двумя близкими людьми смерть дарит свободу. А вот тут вы решаете, это хорошо или плохо.
Для каких-то отношений, которые уже так надоели, которые выглядят как гниль на этих костях, смерть пришла и срезала это. Хух! Наконец-то освободилась девушка или молодой человек из этих отношений. Но, как мы сами все прекрасно понимаем, есть две половинки этих самых отношений, и для кого-то это может быть освобождение, а для кого-то это может быть ужасная и больная смерть, когда от нее по-живому, не отмерзшие ткани, по-живому вырывают и отрезают. Конечно, в таком случае она читается как негативная или как перевернутая, если хотите. До перевернутой сейчас дойдем. Любовь и смерть также неразрывно связаны, кстати, как любовь и секс. Особенно еще, если обратить внимание, что 13-й аркан — это 8-й зодиакальный дом, это Скорпион. Казалось бы, да, почему смерть, почему любовь и секс, тем более, так близки между собой? Учеными давно обнаружено, раскрыто, исследовано и объяснено, почему в странах с высоким уровнем бедности, с низким уровнем достатка, с высоким уровнем смертности, высокий уровень рождаемости. Почему? У человека инстинктивно так заложено. Дружище, ты мало проживешь, смерть близко, поэтому успей сделать то, что ты должен был сделать, оставь после себя потомство. Сбрось эти семена, пусть они упадут в почву и прорастут в виде новых деревьев, потому что у тебя уже корневище гнилое. Дуб твой скоро завалится, тебя не останется, а ты оставишь после себя своих потомков. Тот, кто занимается садоводством, он знает, что растение, которое ты, неважно, однолетнее, многолетнее, которое ты обрезаешь, оно обильно выбрасывает новые ветки и цветы. Есть ряд плодовых растений, которые, как раз обрезав, можно получить более обильный урожай. Растение думает, что ему плохо, что оно умирает. И умные селекционеры этим пользуются, заставляя растение плодоносить, отдавать семя, выбрасывать наружу потомство, чтобы после себя что-то осталось. Вот потому смерть и секс очень неразрывно связаны. Секс как способность оставить после себя же самого в несколько видоизмененном виде. Вот вам еще одно прочтение смерти. Так ли мы на самом деле исчезаем после того, когда приходит смерть физического тела или нет? Также может говорить это об отношениях без чувств, то есть как вот этот скелет, который изображен в плаще, в мантии, в этой накидке, когда плоти, когда красоты, когда кровь, которая бурлит в жилах, этого всего уже нет. Есть лишь форма, есть скелет, но нет сути, нет наполненности, нет жизни, нет энергии, ни кубков, ни жезлов, ничего, просто смерть, формальность. Что этих людей держит, непонятно. Наверное, что-то держит, соседние карты покажут, но если эта карта характеризует сами отношения, то они безжизненные, они пустые, они лишь как банка, звенящая без содержимого. В реверсе, в негативном прочтении, опять-таки, напоминаю, это что-то может быть наше внутреннее, то, что мы ощущаем внутри, и либо что-то снаружи. Если это что-то внутреннее, два примера. Например, ситуация назрела, а человек не готов. Тут впору вспомнить пословицу: «Сколько веревочки не виться, а конец близок». Да, вот обычно говорят в такой ситуации такие слова. То есть уже все вокруг так, в отношениях, на работе, в жизни человека так складывается, оно уже прям назревает, ты уже слышишь храп лошадиных ноздрей у себя на затылке. А человек: нет, это еще не оно, быть не может такого. И второй вариант, наоборот, человек готов, он понимает, что эти отношения уже для него смерти подобны. Он хочет уже вырваться из этих оков, они тяжелым грузом и бременем на нем лежат. А ситуация не отпускает.
не назрела как бы ситуация еще по какой-то причине. Ну, как вариант, я уже сказал об отношениях двух людей, да, вот один готов, давно готов, у него это уже как смерть медленно происходит фоном, Плутон уже говорит о том, что надо все это отрезать, а второй человек нет, не готов для него, это совершенно по-другому ощущается. И вот тут для кого-то ситуация в прямом значении, точнее для обеих она в реверсе, только по-разному проигрывается. Этот сам готов, но ситуация не готова, а там наоборот, ситуация готова, человек не готов. Вот в таком случае смерть как раз в реверсе несет муки. Это роды, которые никак не могут разрешиться. Кстати, эта карта также может указывать на рождение. Парадокс, но может. То есть на разделение до и после, как то, что женщина разродится, то, что она наконец-то изменит свое одно состояние на другое, физическое. И появляется на свет нечто новое. Новый виток жизни, 13-й аркан. Новая ступенечка после полноты 12-й. Есть такая пословица, что одному другу так жалко было убивать второго, что он отрезал от него по кусочкам. Вот это в реверсе, в перевернутом. Так жалко убивать, так жалко косой этой махнуть, что начинает ситуация, Плутон, обстоятельства, жизнь резать человека по кусочкам. Стоит ли говорить, что это как зуб рвать без анестезии? Или тянуть его медленно, как будто бы специально ты хочешь нерв на локоть человека намотать? Не надо так делать. Вот так. Ну и, конечно, это зависание, это стагнация, это какие-то перемены, но частичные, которые никак не могут трансформироваться полностью. Не может это отвалиться там какие-то отмершие части нашей плоти. Давайте поговорим с вами еще о 8-м зодиакальном доме и параллельно о Плутоне. Но больше о 8-м доме, о Плутоне вскользь. Потому что они очень тесно связаны с темой смерти, и между собой сама планета связана, как и Сатурн. Но Сатурн мы с вами так уже хорошо и плотно разбирали, тем более Сатурн здесь постольку-поскольку, хотя он и присутствует в 8-м доме, а вот Плутон — это прям управитель такой. 8-й дом — это дом рождения и смерти. И в целом дом смены эгрегора. Что такое смена эгрегора? То есть мы себе жили, не тужили, потом нас отдали в школу. В школе вроде бы уже притерлись, все нормально, только 10-11 класс пошла самая колбаса, самый кайф и радость. Все, надо заканчивать, новый какой-то эгрегор, институт. Только ты тоже притерся на 4-м курсе, понимаешь, что теперь ты король здесь. До свидания. У кого что там, интернатура, на работу надо идти, и так постоянно. Свадьба, выйти замуж, жениться, рождение ребенка и куча других вещей, которые делят жизнь на до и после, которые меняют наш эгрегор. Они заставляют нас погружаться из одной такой глобальной атмосферы общества, группы в другую. Вот это и есть эгрегор такой вот, да, обширный. Плутон — окончательный вершитель судеб. Он приводит в исполнение те приговоры, которые выносит Сатурн. Плутон движется очень медленно. Так медленно, что ты даже этого не замечаешь. Это как стоять и смотреть на Луну. Вот вы знаете, что вечером, ложась спать, она вот там находится, а ночью проснулись в 3 часа ночи, она вот там. Значит, подвинулась. Но вы будете стоять на нее, смотреть так вот в упор. Может, даже с линейкой, там, пытаясь увидеть, на какой градус она отклонится. Не заметите этого. Плутон еще медленнее движется. Только это не в разрезе часов, а в разрезе всей нашей жизни. Он медленно вращается. И обычно дает, из-за того, что так медленно вращается, о себе знать лишь слабыми воздействиями, но которые очень многозначительны и обещают немало при правильной проработке по Плутону. Не всегда же Плутон означает буквальную физическую смерть человека. Мы уже говорили с вами о переменах, о трансформациях, о сменах эгрегора.
И когда человек это осознает и понимает, помните, мы с вами разбирали, покорных судьбы ведут, а строптивых тащат. Когда человек покорен своей судьбе, Плутону, осознанию того, что моменто мори, да, смерть близка, это как вот человек покорный становится, его судьбы ведут. Он тогда и раскрывается, и тогда многозначительны вот эти взаимодействия и обещания, которые по Плутону могут прийти. Как это ни странно, казалось бы. Цель Плутона, как это часто бывает, не уничтожение, как и у Сатурна, не наказание, а чистка человека от шлаков, как физических, так и душевных, духовных. Убирать то, что уже не нужно, то, что мертво. То, что мертво на нашей круглой планете Земля, Плутон убирает, смерть убирает и дает рождение чему-то новому. Знаете, в эти все ситуации, в каких-то госпредприятиях, особенно больших, когда там старые пердуны засиделись, и ты их оттуда и поганой метлой не выгонишь. Уже новые подпирают, их бы туда впустить и дать новую свежую кровь, дать новый виток и развитие этим предприятиям, а они там засели и сидят. Уже шамкают зубами своими, там уже вот так вот ходят, трясутся, но держатся за свои кресла. Вот смерть туда должна прийти и выкосить их все оттуда. Подобное явление негативно воспринимается нашим обществом. Неспроста. Стоит ли говорить, что Плутон так действует во всех сферах нашей жизни и внутри нас самих также? Очень редко Плутон прибегает к глобальной чистке и убивает человека целиком, то есть буквально, физически. Но если такое и случается, то при этом выбор смерти Плутон делает очень тщательно. Это не будет смерть, как угасание медленно у старого человека. Это будет смерть такая, чтобы окружающим стало понятно, раз, а два, чтобы по максимуму у человека обрезать все кармические хвосты. Казалось бы, смерть там была какая-то ужасная и мучительная. Как этот человек мучился и страдал? Но это все для того, чтобы за ним не тянулся шлейф тех всех ужасов, чтобы он их не перенес в новую жизнь. Если хотите, такой селекции и отбор, когда собирают потом много луковиц тюльпанов и выбраковывают гнилые и плохие, чтобы следующий урожай потомства были сплошь красивые ряды тюльпанов. На первом уровне проработки 8-го зодиакального дома человек не в состоянии осознать, что с ним происходит. Вот когда идет смена эгрегора, он не понимает, что это, почему это, откуда это. Стоит ли говорить, что, во-первых, он враждебно это воспринимает, как то, что судьба, рок, Господь Бог несправедливый к нему. Тут уже кто атеист, кто верующий, по-разному это. Если верующий скажет, Господь оставил меня, если атеист скажет, все обернулось против меня. Сам не понимаю, как я на ней женился. Затмение какое-то нашло. Но это не только женитьбы касается, это касается любой смены эгрегора. В аналогичном стиле происходят остальные моменты. Образование, работа, место жительства, круг общения. Все вот так вот у человека происходит, и он не понимает, как он здесь оказался и почему. Эгрегор на первом уровне не рассчитывает на сознание и на волю человека. Вот просто надо его перещелкнуть, переключить в другое место. Он это берет и делает. Понятное дело, что в жизни человека это происходит все крайне негативно. Это увольнение, это если женитьба или свадьба, замужество. Это такие какие-то, которые ты как будто бы сам в этом участие не принимал. Если образование, то совершенно не то, что ты хотел, на что ты был нацелен. Ну, просто вот надо было и все. Родители туда потащили. На втором уровне проработки человек ощущает смену эгрегоров как очень существенный момент в жизни. То есть он уже понимает, что вот это разделение на до и после – это что-то важное. Часто к этому заранее даже может и подготовиться уже. То есть обдумывает образование, обдумывает профессию, старается понять специфику фирмы
перед собеседованием на работу, в которую он идет, а уже работая на работе, старается вникнуть в какие-то в сферу своей деятельности. Не женится и не разводится так же легкомысленно, как на первом уровне. То есть более осознанно человек приходит к смене эгрегоров, к тому, что жизнь делится на какие-то этапы, и каждый из этих этапов важен. И пытается понять эту важность. Отношение к смерти на втором уровне прокачки сложное. Осознается как важное событие в жизни людей, но в ней, так же как и в рождении младенца, особого мистического смысла не видит. А в первом уровне человек очень болезненно относится к смерти. Он всячески гонит от себя мысли о том, что смерть есть как явление в жизнях людей. И стоит ли говорить, что его это пугает? Он не знает, что с этим делать, как с этим жить, что об этом думать. На третьем уровне проработки 8-го дома человек уже ощущает, под каким эгрегором находится в каждом конкретном случае, и ощущает моменты переключения своих сильных эгрегоров. Это семья, это работа, это может быть какой-то территориальный, то есть переезд с одной страны в другую. Это может быть какой-то социальный или групповой, если человек состоит, может быть, в каком-то кружке, в гольф-клубе или, может быть, конным спортом увлекается. Любой эгрегор может накладывать на человека отпечаток, приносить свои правила, свое мировоззрение на это все. И он, человек, во-первых, ощущает эту разницу, во-вторых, может легко переключаться. Он в этом эгрегоре находится. Вот так он это видит, так он это трактует, потому что вот в этой социальной группе так положено, так нужно, так удобно, если хотите, в конце концов. А в другой он ведет себя по-другому. Отношение к смерти на третьем уровне как к очень трудному и важному мистическому переходу в иную форму существования своей сущности. То есть на таком уровне человек понимает, что смерть не просто так, это не просто окончание жизни, это нечто мистическое, нечто важное и переход на более новый какой-то этап, пусть даже и неведомый. Стоит ли говорить, что человек, в целом 8-й дом это про эзотерику также, стоит ли говорить, что на третьем уровне человек не относится очень даже положительно. На 4-м уровне прокачки 8-го зодиакального дома человек имеет постоянный контакт с чем? С абсолютом. У него есть понимание высшей цели. Это, если хотите, какой-то эгрегор, но глобальный, который стоит над всеми остальными эгрегорами. Вот у него есть с ним связь, и связь с другим рядом эгрегоров, которые были у нас на 3-м уровне, и постоянная корректировка соотношения того, что соответствует твоей высшей цели, и тому эгрегору, где ты находишься в какой-то конкретный момент. Вот тот высший эгрегор, он еще и определяет для человека, каким эгрегором он будет служить более мелким. То есть полезет ли он в эту группировку, в эту банду, если хотите, или нет. Разрешает ему его высший эгрегор это сделать или нет. Ну что значит разрешает? То есть насколько человек это соотносит. Все это же происходит на уровне человека. Мы можем много говорить о том, что это предписано в Библии или в Коране, или так вот сказал Будда, но это лишь наше мировосприятие того, что он сказал. И каждый из нас эти слова может воспринимать по-разному. Ценности и способ ведения мира у человека не то, что противоречат социальным или групповым, они в них не вписываются. Стоит ли говорить, что на 1-м уровне человек был совершенно зависим от социальных, от групповых эгрегоров, и его какое-то личное мнение, которое, может быть, должно было бы быть согласовано с высшим эгрегором, но такого не существовало, он от них полностью зависел. На 3-м уровне уже появляется такое понимание. Даже на 2-м уровне, да, своего личного мнения, которое может быть отлично от мнения эгрегора какого-то группового социального. На 3-м уровне просто человек на это уже влиять может. На 4-м уровне
они просто не вписываются. То есть его какое-то видение общее, оно может совершенно не соответствовать этому эгрегору. И что тут получается? Владение эзотерическими знаниями и культурой, видение кармы и ее законов вынуждает человека жить двойной, тройной, иногда четверной жизнью. То есть у него есть понимание общее, целое, как устроена Вселенная, как это все вращается, крутится, как оно взаимодействует между собой, что с чем связано. И он, находясь в каком-то конкретном эгрегоре, понимает, что этот эгрегор этого не понимает, он не станет ему навязывать, он будет жить в этом эгрегоре, понимая какие-то общие законы, но для чего? Для того, чтобы потом влиять на этот эгрегор, эволюционно развивая его и поднимая на более высокий уровень. Вот это задача 4-го уровня прокачки человека, 8-го зодиакального дома. Он стоит над групповыми эгрегорами по уровню развития выше. Его задача незаметным образом влиять на эти, или заметным, но влиять на эти эгрегоры, поднимая их выше. Порой можно не отличить такого человека. Он может и не высказаться даже о своей точке зрения, о том, что он считает, например, что такое эгрегор. Предположим, человек занимается психологией, и так или иначе он в этой среде варится. У него есть какое-то образование, у него есть группа коллег, он посещает какие-то семинары, общие сборы, профессия и ряд других вещей. И есть определенные устоявшиеся внутри этого эгрегора социальное поведение, мировоззрение, как устроен этот мир, верить в Бога или нет, и ряд других каких-то основополагающих вещей. И они даже вплоть до практики принятой, какую стоит практиковать с пациентами, какую нет. Но у человека может быть какое-то более высокое понимание. И он, глядя на этот эгрегор, не наивно полагает, так высокомерно, мол, я знаю, как тут что исправить. А нет, он дошел до того уровня, что он понимает и видит. Есть какие-то вещи более высокие. И вот в этом эгрегоре они очень даже хорошо бы легли и помогли ему подняться, расшириться, дать какие-то новые цели, новые направления, задать струю, показать цель развития. Он это берет и делает. Видим с вами, что 8-й дом и Плутон, они так тесно связаны с арканом смерть, это в принципе об одном и том же. Мрачная карта, она страшная, она ужасная, и события, которые происходят, как правило, по ней в жизни нашей или наших клиентов, они малоприятно переживаются. Я желаю, чтобы подобные трансформации, когда будут происходить в вашей жизни или в жизни ваших клиентов, во-первых, вели к переменам глобальным и лучшим, чтобы это не тянулось долго, чтобы у вас всегда было осознание того, что вы не оставлены, не покинуты, осознание того, что это лишь страничка, которую нужно перевернуть. Что бы ни произошло, что бы ни случилось с вашим телом, увечье, что-то, что разделит вашу жизнь на до и после, пусть это не останавливает вас на уровне вашего развития. Пусть оно позволяет вам это пройти, как оставшийся какой-то этап, посмотреть на это с новой точки зрения и подумать, почему это случилось и что теперь я могу положительного из этого вынести. Потому что это не просто так произошло. Я могу теперь стать лучше. Я желаю вам становиться лучше после каждой такой трансформации. И, конечно, пусть они происходят в первую очередь внутри вас. Прорабатывайте их там и помогайте их видеть и прорабатывать вашим клиентам. Спасибо большое за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что пишете комментарии, за то, что ставите лайки под моим видео, делитесь с другими. Мне это очень приятно. До свидания.